Конничуа! Приветствуем вас из Японии, с трассы Fuji Speedway. Уже 6-й раз в этом сезоне мы находимся на стартовой прямой перед гонкой чемпионата мира FIA WEC вместе с российской командой G-Drive Racing. В Японию наша команда приехала в роли догоняющих. В США 26-й экипаж одержал волевую победу, но лидерами в общем зачете категории LMP2 по-прежнему оставались наши главные конкуренты KCMG. Экипажи G-Drive Racing с самого начала уикенда показали высокий темп. Хотя найти оптимальные настройки и собрать все воедино пилотам и инженерам нашей команды удалось не сразу. То, как ребята готовились к гонке, вы можете посмотреть в традиционном превью этапа на G-Drive TV. Вся наша команда настроена и заряжена на борьбу за победу в этой гонке. Но японская переменчивая погода может внести свои коррективы. Даже несмотря на дождь, на трибунах мы видим много народу, которые наверняка станут свидетелями незабываемого гоночного шоу. И действительно, из соображений безопасности гонка стартовала в режиме сейфти-кара. Как только трек немного подсох, автомобиль безопасности покинул трассу и началась реальная борьба. Первая часть гонки сложилась для экипажей G-Drive Racing не слишком удачно. Сэм Бёрд и Рикардо Гонсалес потеряли позиции. Более того, во время пит-стопа мексиканец превысил скорость на пит-лейн, и судьи наказали Рикардо штрафом, который отбросил 28-й экипаж на последнюю строчку. К сожалению, гонка началась в сильный дождь. Было очень мокро, а возможности потренироваться на дождевой или промежуточной резине у нас не было. Нам пришлось ориентироваться прямо на трассе. А тем временем Сэм Бёрд продолжал борьбу в группе лидеров. Мне нужно было ехать на дождевой резине, но стояла промежуточная. Совершенно не было зацепа. Я везде скользил. Для наших настроек с низкой прижимной силой условия очень сложные. За рулем 26-й машины Сэма сменил Жульен Каналь, которому предстояло проехать пусть не такую продолжительную, но крайне важную часть гонки. В экипаже 28 смену принял Пипо Дирани. На подсыхающей трассе ему удавалось поддерживать весьма впечатляющий темп. Когда я сел в машину, я старался выложиться на полную, чтобы выбраться на 4-е место с последней позиции. Решающая фаза марафона 6 часов Фуджи превратилась в настоящий триллер. Любители автоспорта всего мира увидели целый спектакль, сюжету которого может позавидовать любой голливудский блокбастер. Благодаря отличной работе пилотов и грамотной стратегии, экипаж номер 26 за 1,5 часа до финиша вернулся на первую позицию. На финальном отрезке Жульена Каналя сменил Роман Русинов, который уверенно лидировал и экономил резину, чтобы не заезжать на дополнительный пит-стоп. В то время как его главный преследователь, Ричард Брэдли из KCMG, демонстрировал агрессивную тактику. В той манере, как он меня обогнал, он просто проехал мимо поворота. Хорошо, что я в последний момент открыл руль для того, чтобы пропустить его, иначе было бы столкновение. Напряжение в боксах нашей команды нарастало. На протяжении нескольких кругов лидеры чемпионата боролись колесо в колесо. Несколько раз Русинов и Брэдли обгоняли друг друга, и в итоге Роман вышел победителем из этого жесткого противостояния. После небольшого контакта Брэдли отправился в боксы за новым комплектом резины и выехал на трассу только на 3-м месте. Впереди Густаво Якомана, который, в свою очередь, отставал от британца на круг. Якоман явно был быстрее, но Брэдли отчаянно защищал свою позицию. Очередной контакт, разворот, и вновь Орика 05 KCMG отправляется в боксы. И снова выезжает перед Лижье под номером 28. Правда, теперь это была реальная борьба за 3-е место. Во всех боксах взгляды были прикованы к экранам мониторов. Очередная атака Густаво Якомана, контакт и разбитая Орика 05 соперника замирает на обочине. Невероятная развязка гонки 6 часов Фуджи. Такого напряжения в боксах команды G-Drive Racing я не видел никогда. Бескомпромиссная борьба на трассе в классе LMP2 приводит к двойному подиуму нашей команды. Паддок FIA WEC разделился на 2 лагеря. Одни защищали Густаво Якомана, другие говорили, что он выбил Брэдли намеренно. Однако судьи приняли сторону пилота нашей команды, признав, что он действовал в рамках правил.
Я думаю, что о последней части гонки надо спросить Романа. Наблюдать за сражением было очень непросто. Риски были велики, но Рома ехал невероятно стабильно. И вы знаете, пересечь финишную черту первыми и забрать максимум очков за последние 2 уикенда — это круто. Таким образом, второй раз подряд 2 российских флага над подиумом, наш гимн и призовое шампанское для всех гонщиков G-Drive Racing без исключения. Следующий раунд борьбы за титул — марафон 6 часов Шанхая. И в Китай пилоты экипажа номер 26 Роман Русинов, Жюльен Каналь и Сэм Бёрд приедут в ранге лидеров чемпионата мира.